Премьера сериала The Last of Us состоится уже 15 января. Сегодня я вам расскажу, как он появился, о чем он и почему вокруг него такой ажиотаж. В основе сериала лежит одноименная игра американского разработчика компьютерных игр компании Naughty Dog. Обычно разработчики игр сразу же объявляют о начале работы над каким-то проектом, чтобы как можно раньше заинтересовать игроков, которые будут ждать финальной версии с нетерпением. Но с The Last of Us вышло все иначе. Первые 2 года разработка игры велась в строжайшей секретности. Это позволило на начальном этапе менять стилистику игры, игровой процесс и вносить другие изменения, при этом не раздражая игроков, ожидавших ее постоянными изменениями. Когда спустя 2 года разработки была готова общая концепция и игровой процесс, игру представили на выставке E3, где сразу же сформировалась армия игроков, готовых купить финальную версию. Релиз игры состоялся еще 2 года спустя. На дворе был июнь 2013 года. Что случается нечасто, игру с восторгом восприняли как фанаты, так и критики. Больше всего люди отмечали хорошую графику, интересный геймплей, отличное музыкальное сопровождение, интересных персонажей и хорошее повествование в целом. Многие даже называли The Last of Us лучшей игрой всех времен и народов. Неудивительно, что всего за неделю после релиза было продано 1 миллион 300 тысяч копий, а 5 лет спустя по всему миру было продано уже 17 миллионов. Имея такую фанатскую базу, неудивительно, что многие задумались об экранизации. Изначальная идея о создании такой игры принадлежит Нилу Дракману. Он же в одиночку и написал финальную версию сценария. Еще в 2001 году, когда Дракман учился в университете, он принимал участие в семинаре под руководством режиссера Джорджа Ромеро, где участникам семинара предлагалось разработать концепцию игры про зомби. Изначальная идея Дракмана была в том, чтобы совместить фильм «Ночь живых мертвецов» этого самого Ромеро с игрой Айка и графической новеллой Фрэнка Миллера «Город грехов». По ее сюжету игрок должен был управлять пожилым полицейским, защищающим молодую девушку от зомби, пока в какой-то момент полицейскому не становилось плохо сердцем, и уже девушке не пришлось бы защищать своего напарника. В финале полицейский должен был быть укушен зомби, и девушке пришлось бы застрелить своего друга. Ромеро эта идея не понравилась. Позже, уже работая в Naughty Dog, вместе со своим сослуживцем Брюсом Стрелли, совместно разрабатывали идею игры человечества, уже достаточно сильно напоминавшую финальную версию The Last of Us. В той игре вирус, превращавший людей в зомби, затрагивал только женщин, а у главной героини был иммунитет. Таким образом, в игре все зомби должны были быть женского пола. Благодаря тому, что все женщины, работавшие в компании Naughty Dog, были против такой дискриминации мужчин-зомби, мы получили тот финальный вариант игры, который завоевал миллионы поклонников по всему миру. Сюжет начинается в 2013 году. Мутировавший грибок рода кардицепт начинает инфицировать жителей Соединенных Штатов Америки. Одним из первых мест, которое поразил грибок, становится город Остин, штат Техас, где и живет главный герой Джоэл Миллер вместе со своей дочерью Сарой. Начавшийся хаос вынуждает людей бежать из города. Отбившись от нападения зараженных соседей, Джоэл, его брат Томми и Сара пытаются на автомобиле покинуть город, но попадают в аварию. Пытаясь убежать от преследующих их зомби, они натыкаются на солдата, у которого приказ убивать всех, кто может быть потенциально инфицирован. Он открывает огонь, но Томми спасает Джоэла, но Сара, к сожалению, получает смертельное ранение и умирает на руках у своего отца. Нас переносят на 20 лет в будущее. Цивилизация практически уничтожена опасным грибком. Джоэл и его партнерша Тесс промышляют контрабандой на окраинах Бостона. Выжившие люди живут в карантинных зонах, охраняемых военными, либо же в небольших поселениях, либо же просто где попало.
Как это принято в постапокалиптичном мире, все друг с другом конкурируют за ценные ресурсы. Однажды Джоэл и Тесс устраняют торговца черного рынка и знакомятся с Марлин, лидером некой группировки под названием «Цикады». В обмен на оружие Марлин просит контрабандными путями вывести из охраняемой военными зоны подростка по имени Элли. Так и начинаются приключения Джоэла и Элли в мире постапокалипсиса, которое мы, скорее всего, и увидим в сериале. Путь на телеэкраны для The Last of Us выдался нелегким. Буквально через год после релиза игры в компании Sony решили, что пора бы уже снять и фильм, который обязательно захотят посмотреть миллионы фанатов игры. На роль режиссера выбрали Сэма Райми, который к тому времени успел снять трилогию о приключениях Человека-паука. Сценарий написал все тот же Нил Дракман. Но дальше фильм угодил в так называемый производственный ад. Все дело в том, что боссы Sony хотели видеть, как они это называли, масштабный и сексуальный фильм в стиле мировой войны Z. В то время как Дракман при написании сценария больше ориентировался на фильм «Старикам здесь не место». Так и не сойдясь на едином мнении по поводу фильма, проект отправили собирать пыль на полки архивов студии Sony. Но в 2020 году произошло чудо. И HBO совместно с Sony реанимировали проект, но уже в виде сериала. На главные роли подписали сразу же двух актеров из хита HBO «Игра престолов». А именно Педро Паскаля, который в «Игре престолов» играл Аберина Мартелла, и Беллу Рамси, игравшую роль Лианны Мармонт. Музыку к сериалу напишет автор оригинальной музыки из игры. Обладатель 2 Оскаров и других наград, великолепный аргентинский композитор Густаво Сантаолалья. Сериал станет самым дорогим телесериалом, снятым на территории Канады. По некоторым данным, на производство каждого из 9 эпизодов было потрачено от 10 до 15 миллионов долларов. Чтобы максимально реалистично показать зону карантина в Бостоне, было построено 3 квартала с нуля. Что из этого всего вышло, напомню, мы увидим уже 15 января. Спасибо всем за просмотр, не забудьте подписаться на канал и напишите в комментариях, как по-вашему станет The Last of Us хитом или провалится. Всем удачи и до новых встреч!